Сегодня поговорим о выборе. Источник, акустика, наушники или все-таки источник. Друзья, привет! С вами Фуёныч. Короткое эссе про источники, колонки и наушники с Фуёнычем. Добро пожаловать в клуб. Разговор на самом деле серьезный. Для тех, кто смотрит канал Фуёныча и подписан на группы в Телеграм, мы сегодня зададимся очень простым вопросом. По какой причине, в основном, почему-то, по какой-то причине, люди начинают построение системы с выбора или акустики, или источников. Так вот, мы с вами разберемся, почему построение системы с источников является наиболее верным. Несмотря на то, что люди выбирают сначала колонки, потом подбирают к ним усилитель. Ну, те, кто в теме, кто смотрел ролики Фуёныча. А и кто не смотрел, посмотрите про кабели, про источники, про болезнь, которая называется аудиофилия. Чё орём-то? Ну и про музыку. Это все на канале Фуёныча. У меня в 80-х годах не было акустических систем, но был уже магнитофон, на который я записывал с радио и с телевизора музыку и слушал через встроенные динамики овальной формы, которые были в комете. И все было хорошо. Но возразят многие скептики, это все рухлядь старая, не играющая. Чё орём-то? Ну, тогда, друзья, вы можете точно так же обвинить людей, которые в 19 веке слушали патефоны, и тоже бы обвинить их, как старая рухлядь. Фуёныч опять. Фуёныч опять. Эзотерику полез. Аудиофильскую. Не слушайте его. Не слушайте его. Почему я об этом говорю? Потому что источник является наиболее близким не только к слушателю, но и к самому источнику музыки, к самой музыке. Задайте себе вопрос, когда вы выбираете источник на вашем портативном устройстве. Вы выбираете телефон, или Android, или iOS. Ну, может быть, кто-то Windows Mobile до сих пор использует. Тем не менее, вы наверняка знаете, что разница есть, и она существенная. Да брось это дело, Фуёныч. Какой смысл с ними общаться? Они же ничего не знают еще. Так как же не спуститься в эту пропасть непонятного эзотеризма, эзотерики, о которой все рассказывают. Ну и кабели, и прочее, о чем я неоднократно говорил. Может быть, для вас это что-то новое, а может быть не. О, кстати, нашел, дерево, которое я здесь снимал, похожее. Да, наверное, это оно. Ну, вот сегодня не будет цикла про деревья, хотя в лесу сейчас их много повалено после недавнего урагана. И пока мы с вами движемся в сторону поляны, на которой я записывал выпуски, посвященных фотосумкам и сумкам для путешествий, еще раз задам вам вопрос. Так все-таки начинать надо с наушников и с акустических систем или с источников? Напишите в комментариях, я не буду занимать ваше время много. О чем ты с ними говоришь? Они даже не знают, что такое головки бабочки. И слушают ноту четырехдорожечную. Боже мой, какая пошлость. Почему же, по какой причине источник является самым главным? Мое мнение, что это связано с тем, что источник является самым главным в музыкальном мире. Мы сами являемся источником этого мира, в котором мы с вами живем. И влог 24+1 как раз об этом. А мы знаем. Вне зависимости от того, какой источник вы выберете, будет это компакт-диск, будет это какой-то DXD формат, слушаете вы с карточки SD на ваше аудирование в наушниках через ламповый усилитель, или у вас стойка DCS Vivaldi, и вы наслаждаетесь качественным звуком компакт-диска, например. Или вы приверженец винила,
и у вас стоит каэцу коралловое какой-нибудь на тонарме Икеда. И все это на металлическом или деревянном классическом столе. Деревянном, да, деревянном. Вне зависимости от того, какой вы формат выберете, источник определяет все. В виниловом проигрывателе это головка определяет, а не тонармый стол. Хотя мне будут возражать, но так и есть. От головки все зависит. Все остальное это второстепенно. Компакт-диски это тактовый генератор, который является самым главным. Ну и, разумеется, транспорт. Каковыми были замечательные Philips'ы, Sony, Викторы и прочее. И прочее, и прочее. Ну, а если же вы погрузились в цифровой мир и не жалуете аналоговую фотографию, аналоговый звук, то тогда вам нужно знать, что в цифровом мире самое главное – это, разумеется, частота, тактовая частота, ну и питание. Без питания цифровой мир зайти очень непросто. В современных смартфонах тактовую частоту повысили, плюс атомные часы, к которым подключены теперь все смартфоны, дают возможность действительно снизить как джиттер, так и расширить, углубить вращающуюся голограмму, как я говорю. Что было абсолютно немыслимо в начале моего канала, когда я исследовал эти все феномены на портативных устройствах. Но вот оно случилось, 25-й год, и буквально там меньше через месяц мы увидим новые устройства, которые еще лучше будут играть не только благодаря софту, но и железо, которое в них установлено. Так вот, друзья, еще раз задам вам этот вопрос короткой моей прогулки. Что же такого вы используете в качестве источника? Может быть, вы сами играете на музыкальных инструментах, и вам не требуются какие-то записи. Или же вы, наоборот, не слушаете музыку, смотрите только фильмы. Но фильмы без музыки тоже не бывает. Музыка в фильмах – это одно из самых важных, поэтому построение домашних кинотеатров, конечно, должно ориентироваться на акустические системы, на усилители, которые могут играть достойно музыку. Или музыкальный материал, или звуковую дорожку, назовите как хотите. Но самое главное, что так и есть. Так вот, еще раз задам вам этот вопрос уже в который раз. Какой источник вы используете? И что в этом источнике вам кажется наиболее важным? Отправляясь в мир музыки, помните, что вам завещал Файоныч. Ну а выбор наушников, усилителей и прочего мы отложим на потом. Кто-то из вас скажет, я вообще не в курсе, что такое апсэмплер, не знаю, что такое тактовый генератор. И вообще ЦАПы, гравицапы, это для меня слишком сложно. Динамическая вязкость тонарма? Нет, не слышал. Эффективная масса? Нет, не знаю. Вообще не понимаю, о чем речь. Вертикальный азимут и горизонтальный азимут? Нет, не знаю, что это такое. Я знаю только циферки. Слышу только циферки. И чем больше циферок, тем лучше. Вот мой подход. Ну, мне вас жаль, друзья. Очевидно, у вас путь затянулся в мир музыки на несколько жизней. У меня 3 мотора, говорил мне один знакомый. И он был прав. 3 мотора в ленточном магнитофоне, бобинном, как называемом, это хорошо. 3 мотора в столе виниловом, это тоже здорово, если особенно они управляются правильной электронной схемой. А где ваши 3 мотора в ваших микросхемках и SD-картах? Ну и не дай бог каких-нибудь жестких дисках. Очевидно, вы еще не попали глубоко в кроличью нору аудиофилии. И это хорошо. И пока вас не засосало болото ваших увлечений, давайте сосредоточимся на самом главном источнике, наблюдателе или слушателе.
о котором я говорю постоянно. Ну а теперь, когда вы догадываетесь, стали догадываться о том, что есть некий источник, который вообще ближе ко всему, к тому, чем вы в принципе являетесь. Этот источник наиболее сложный и наиболее важный в любой системе восприятия. Тренировать его, обучать его или выключить то, что его обучает. Вот наша архизадача. Если мы ее преодолеем, если мы сможем найти подходы к усовершенствованию этого источника вашего восприятия, то, уверяю вас, все остальное, все ваши выборы железок, деревяшек и прочих аксессуаров отпадут сами собой. С некой периодичностью в несколько месяцев я встречаю людей, которые собирают системы и которые до сих пор скачивают какие-то файлы. Ой, я даже не знаю, как это комментировать в 25-м году. Это в 15-м-то году было смешно, но в 25-м думаю, что вот настоящие ретрограды. Давайте поставим вопрос временной. Что если, представьте только, что если произойдет некое событие в этой физической реальности, связанное, например, с нашим Солнцем, или с каким-то еще очередным придуманным заявлением неких сущностей, что цифровой мир теперь выдается. Или, например, он перестал работать правильно. Что в таком случае вы будете делать с вашими флешками сгоревшими, с вашими закрытыми к доступу дисками и прочим мусором цифровым? Это действительно цифровой мусор, который загоняет нас постоянно. Ну и, соответственно, вы должны понять, сколько нулей прибавится к стоимости, например, какого-нибудь компакт-диска или магнитной ленты, к примеру, Type Project. Или сами придумайте, что дальше. Точно так же, как фотографии, ваш слайд, ваш негатив является тем, что останется в века, ну, как минимум 150 лет. А цифровой мусор может быть удален или просто очищен. Что вы на это скажете? Нет, мы не хотим, Фавионыч, не хотим провалиться так глубоко. Не хотим остаться без музыки. Ой, вот я его нашел. Ну, если так, друзья, то первое, с чего вам нужно начать, это посмотреть вокруг. Вот он, аудиофил, который стал участником видео на моем канале. Посмотрите, до чего он дошел. Метаморфоза аудиофилии с Фавионычем. Добро пожаловать в клуб аудиофилии. Шутка. Знание, как говорится, не самое главное. Есть еще более важные вещи. Как только вы сможете обнаружить наблюдателя, слушателя, ваше восприятие изменится кардинальным образом, и вы действительно постигнете музыкальный мир. Ну а пока наслаждайтесь этим солнечным утром, уже прохладным, но лето, музыки всегда должно быть. Должно быть. Кому должно? Кто кому должен? Отправляйтесь в путь, друзья. Ищите самого главного наблюдателя, слушателя. А я пошел искать малину. Время подкрепиться. О, вот она. Вот она, сладкая. Вот она, вкусная. Да.
Ну а вам предлагаю выйти на свет вашего восприятия и найти свой источник в любом виде, подняться на высоты вашего нового музыкального мира. С вами был Фавионыч. Убегает, видите? Убегает, не хочет летать. Не хотите летать, убегаете от Фавионыча. Привет. О, все-таки летаем, да? Какие файлы, Фавионыч? За грибами пора идти уже. Уже. Уже пора за грибами идти. Дождь прошел, солнце вышло. Ну что, поднимемся на следующий уровень музыкальных систем вместе с Фавионычем. Ура, товарищи! Ну а для тех, кого интересуют акустические системы, посмотрите интервью мое с одним из выдающихся конструкторов современности, Владимиром Павликовым. Там будут ответы на все, что касается построения акустических систем. Ну, если вам плохо слышно то, что там записано, что могу сказать? В Гугле можно посмотреть, как включаются субтитры. Ну или купить хороший ноутбук с хорошим звуком. Ну, наушники, если у вас есть, вообще здорово. О чем ты говоришь, Фавионыч? Пускай на запись к лору сходят. Прочистят уши, а потом свою систему. Про это, кстати, мой выпуск «Очистка стереосистемы». Очистка системы музыкальной. Посмотрите, запишите, запустите. О, как здесь все интересно. Класс. А вот так. А вот так. А вот так. Сядь на пенек, съешь пирожок. За хорошее зрение 3 рубля премия. Да хватит уже. Загонял наш Фавионыч. Голова закружится. Да закружится. И здорово. В этом и есть цель, чтобы ваша голова закружилась. А то все у меня кружится. А у вас тоже пускай кружится. Пока. Че сидим, орем? А? Че орем? А с вами был Фавионыч с очень вкусным завтраком про музыкальные системы.